Здравствуйте, товарищи! Универсальный способ рассмотрим для вообще любых станков на Фануке. Смотрим параметр 1320 и 1321. Зацениваем лимиты, они говорят нам о том, насколько мы можем от нуля ехать в сторону плюс и минус соответственно. Складываем модули значений в положительном и отрицательном направлениях, получаем общий разрешенный пробег по оси. Для z это, например, 850 плюс 10, получаем 860. А также можем оценить, с какой стороны будет находиться 0. Далее, каким угодно способом подъезжаем максимально близко к одному из концов оси, таким образом, чтобы гайка ШВП почти уперлась в опору винта ШВП. Выглядит опора примерно вот так, между ней и гайкой обычно располагают упругое полупрозрачное резиновое изделие. И если 0 слетел таким образом, что вы не можете проехать к опоре ШВП, а именно вам не дают сделать этого ошибки по перебегу, тогда временно можно увеличить общий разрешенный пробег, увеличив соответствующие значения в параметрах 1320 или 1321. Используем для этого что угодно. Телефон на вытянутой руке, эндоскоп, систему зеркал. Либо можете зафиксировать расстояние, на которое можно проехать гайкой ШВП к опоре, и проехать его, глядя на координаты на стой. Лучше также следить, чтобы телескопические кожуха не вылезли за пределы своих возможностей, и линейные подшипники качения или скольжения, короче танкетки, не слетели со своих направляющих. Нашли крайнее положение, например со стороны положительного направления, запомнили координату и от нее оттяжаем на 10 мм в минус, для того примера по Z. Теперь обнуляем ось в этом положении. Как это сделать, смотрите первый видос «Восстановление станочных нулей на Фанук для вертикальных фрезерных станков». После перезагрузки проверяем ось прокатом до крайнего положительного и отрицательного лимитов. Должны появиться стандартные сообщения о перебеге, который выбирается резетом. Далее остается настроить точки смены инструментов, головок при наличии, откалибровать систему измерения инструмента. Готово, проблема решена, станок побежден, а мы молодцы. Всего вам доброго.